Привет всем, Арми! 2026 год начался с такого волнения, особенно потому, что наконец-то появилась реальная надежда на то, чего многие так долго ждали, возможность дуэта Тэхёна и Чингука. Все началось с непринужденного разговора, когда Джин упомянул, что BTS могли бы однажды попробовать новый состав, объединив участников по-новому. В тот момент Чингук серьезно спросил Тэхёна: «Песню Тэхён Си?» И без колебаний Тэхён ответил: «А как насчет того, чтобы мы хоть раз сделали что-нибудь вместе?» Как будто их мысли совпали, они даже почти одновременно сказали: «А как насчет того, чтобы мы хоть раз спели дуэтом?» Этот короткий момент казался простым, но его было достаточно, чтобы многие поверили, что эта идея не просто шутка, это то, что они вынашивали долгое время. На самом деле, эта идея не была новой. Несколько раз, даже с Джином, они упоминали возможность совместной работы над музыкой. Поэтому, когда эта тема снова всплыла, многие из нас не удивились. Скорее, это было похоже на «наконец-то». Тэхён и Чингук всегда были известны как два человека, которые стремились поделиться чем-то большим через свое творчество, и совместное создание музыки казалось самым честным способом сделать это. Вот почему в этом году надежда была так сильна, потому что время казалось подходящим, как будто долгожданная мечта наконец-то воплотилась в реальность. Однако путь к этому моменту не всегда был легким. В большей части их официального контента их взаимодействие часто ограничено, их снимают по отдельности, их совместные моменты кратки, почти незаметны. Для некоторых эта модель кажется преднамеренной, как будто поддерживается дистанция. Вот почему каждый раз, когда их видят вместе, даже на несколько секунд, это кажется таким значимым. В эти короткие моменты мы видим комфорт, тепло и связь, которую трудно скрыть. Не через громкие слова, а через взгляды, язык тела и естественную энергию. Многие надеются в 2026 году не просто на красивую песню, они надеются увидеть, как они будут более свободно выражать себя, сотрудничать без лишних ограничений и наслаждаться творческим процессом по-своему. Представляя их двоих в студии, смеющихся, экспериментирующих с интонациями и текстами, мы видим картину, полную искренности. Для многих наблюдателей их взаимодействие всегда проявляется в мелочах. Когда Тэхён однажды попросил о помощи из-за боли в шее, ответ Чингука был быстрым, спонтанным и заботливым. Не было никакого планирования, ничего надуманного, просто естественная реакция человека, чуткого к состоянию другого. Подобные моменты часто вызывают споры, одни видят в них естественный акт заботы, другие чувствуют эмоциональную близость, которую трудно игнорировать. Но ясно одно, такие жесты не могут быть навязаны, их подлинность очевидна в их спонтанности. Существует бесчисленное множество подобных примеров в коротких видеороликах, откровенных фотографиях или повседневных взаимодействиях, где они, кажется, чувствуют себя комфортно друг с другом. То, как они дополняют друг друга, подстраиваются друг под друга, даже в мелочах, демонстрирует уровень взаимопонимания, который растет со временем. Интересно, что реакция публики на эти взаимодействия часто противоречива. Один и тот же жест может считаться естественным, когда его совершает конкретный участник, но вызывать споры, когда речь идет о Тэхёне и Чингуке. Этот двойной стандарт часто скрывает истинную суть, каждый участник выражает близость по-своему. В конечном итоге, что делает динамику отношений Тэхёна и Чингука такой особенной для многих, так это ее естественность. Нет никаких грандиозных, натянутых жестов, никаких драматических заявлений, просто серия маленьких, искренних моментов. Такие отношения не нуждаются в определении или ярлыке, их смысл заключается в повседневных действиях, в легком смехе, спонтанной поддержке и в комфорте быть самим собой. Для тех, кто внимательно следит за происходящим, все говорит само за себя. И, возможно, именно в этом и заключается привлекательность. Не в домыслах, а в ощущении подлинности, в естественной связи и надежде на то, что этот год станет началом новой, более открытой, честной и свободной главы в их творчестве как художников. В конечном счете, людей заставляет продолжать свой путь не желание что-то доказать, а теплота, возникающая всякий раз, когда они находятся в одном пространстве. Излучается определенное спокойствие, словно шум внешнего мира утих, и остается лишь понимание ритмов друг друга двумя людьми.
В индустрии, где все тщательно спланировано, где каждый шаг часто продуман до мелочей, такие естественные моменты кажутся еще более ценными. Когда смех возникает неожиданно, когда внимание уделяется без просьбы, когда присутствие друг друга ощущается достаточным, именно в этом и заключается подлинность. Многие могут спросить, почему такая динамика так высоко ценится? Ответ прост, потому что эмоциональную честность всегда легко распознать. Не все отношения нужно объяснять словами, иногда самые настоящие существуют в тишине, в маленьких, повторяющихся привычках и в чувстве безопасности, которое не нужно афишировать. Тэхён и Чингук росли вместе очень долго, пережив плотный график, огромное давление и постоянные перемены. В этом процессе, естественно, возникло взаимопонимание, которое больше не требует слов. Они читают друг друга по выражениям лиц, по небольшим жестам, по присутствию. Вот почему для многих это потенциальное сотрудничество кажется чем-то большим, чем просто музыкальный проект. Оно воспринимается как символ доверия, свободы самовыражения и смелости создать нечто, что действительно отражает друг друга. Если этот дуэт действительно состоится, то больше всего ожидается не просто звучание песни, а сам процесс ее создания. Как они ее обсуждают, как корректируют свой тон, как простые идеи превращаются в нечто цельное. Сам творческий процесс – это история, достойная внимания. 2026 год кажется поворотным моментом, не из-за громких обещаний, а потому что атмосфера изменилась. Появилось чувство открытости, ощущение, что участники теперь более готовы к исследованиям, к тому, чтобы делиться своими сторонами как артистов, не всегда ограничиваясь одними и теми же рамками. И, возможно, именно в этом заключается наибольшая надежда. Не в чрезмерных ожиданиях, а в простом желании видеть их комфортными, честными и счастливыми в том, что они делают. Когда артистам дают пространство, создаваемые работы, как правило, более искренние. Для ARMY наблюдение за этим путем – это терпение. Это умение ценить процесс, это понимание того, что не все должно происходить сразу, и что некоторым моментам нужно время, чтобы обрести свою лучшую форму. Что бы ни принесло будущее, одно ясно – динамика, которая создавалась годами, не исчезнет легко. Она живет в воспоминаниях, в коротких видеороликах, в смехе, запечатленном на камеру, и в тепле, которое остается даже после того, как экран гаснет. Поэтому, двигаясь дальше по этому году, все, что мы можем сделать, это ждать с открытыми сердцами. Без давления, без требований, просто с благодарностью за каждый разделенный момент. Если родится дуэт, это будет подарок. Если нет, то пройденный ими путь более чем достаточен. Потому что, в конце концов, самое ценное – это не конечный результат, а честность на каждом шаге. И в этом заключается временное завершение этой истории, не как конец, а как начало новых возможностей. 2026 год – это не о том, чтобы гарантировать, что что-то произойдет. Это о том, чтобы отметить процесс, доверие и свободу самовыражения. Пока Тэхён и Чингук идут своим собственным путем, продолжают творить искренне и находят утешение в музыке, все, что рождается в этом путешествии, всегда будет иметь смысл. Потому что, в конце концов, величайшая красота всегда проявляется, когда что-то растет естественно, без принуждения, без сценария, под свидетелем чего являются только честность и время. Till I'm on top, yeah. Yo, no, I ain't the type to give up.